Если так подумать, вообще для чего все это делается, для чего все эти проекты, какие-то сложные линии, маршруты, цель именно состояние. Состояние, когда ты это можешь сделать. И чтобы узнать, что ты достиг этой цели, тебе нужно его пройти. Маршрут Гиперборея, он находится на Шанкае. По моему мнению, по совокупности факторов, мне кажется, самый интересный и самый сложный в Крыму, потому что абсолютно весь маршрут, все 8 веревок первые, они вертикальные либо нависают. И вот именно вот эта сложность, интерес в совокупности с протяженностью, нависанием и отсутствием откровенно простых участков, он притягивает. То есть ты понимаешь, что это действительно достойно, это действительно сложно. И чтобы это пролезть, нужно выложиться на максимум. Наверное, из-за этого рождается какое-то внутреннее желание его пройти свободно. Стена Шанкаи замечательна, во первую очередь, тем, что супер красивое место, неповторимая форма горы, узнаваемая, как визитная карточка для альпинистов, ее многие узнают с фотографии просто. Форма горы супер нависание, там около 20 метров. И фотки, когда смотришь с чьих-то пролазов, там всегда веревки, висящие в воздухе, люди какие-то жумарящие, непонятно как, что не спуститься дюльферами, потому что веревки не хватит до земли, а они будут висеть в воздухе. То есть такой ореол сложности он остался до сих пор, несмотря на то, что уровень альпинизма сильно подрос. Но, тем не менее, просто проитошить такой маршрут сейчас не считается чем-то очень крутым, а пролезть его лазанием – это большое достижение. Если говорить про сам маршрут, идет он логично по щели, по линии, через какие-то серию карнизов, по тонким глухим щелям. В середине есть красивый нависающий внутренний угол, который видно прямо издалека, и вот ты смотришь стену, и прям посередине стены такой внутренний угол нависающий с хорошей щелью под страховку. Маршрут этот я ходил, и когда я его пролазил, я слышал уже, что ребята пробовали. Мы даже какие-то метки находили там на этих веревках, магнезии. И я так посмотрел, думал, тяжеловато, не знаю, насколько это будет реально и так далее. То есть уже идея где-то витала, но конкретно такого, что я все, я хочу и залезу, такого не было. Это Ратмир предложил. Собственно, я недолго раздумывал над тем, участвовать или нет. То есть я сказал, что мне это интересно и что я хочу пробовать этот проект. И когда мы его начали разбирать, там часть снизу разобрали веревок, часть сверху уже. То есть понятно было, что тут нахрапом прийти одним разом, расставляя точки, этот проект не взять, это нужно будет здесь поработать. Я могу точно сказать, что запаса вообще никакого нет во время лазания. То есть тут настолько все нужно просчитать, оптимизировать, все должно быть супер рационально. Каждое твое движение, каждый расклад, каждая нужная точка поставлена в нужное место, каждая нога поставлена на нужную зацепку. И вообще не должно быть лишних движений, иначе тебя просто не хватит сил, потому что маршрут держит напряжение прям до самого конца.
решили, что мы можем не найти расклад, значит, мы не сможем пролезть. У меня было некоторое отчаяние, когда я первый раз попробовал 6-й участок. Я не находил просто зацепов несколько метров, не мог найти нормальных зацепов и думал, что этот участок будет невозможно пролезть. Я в этот момент очень сильно расстроился, я подумал, блин, вся гора завешена перилами, все лезется, абсолютно все, кроме вот этих вот, например, 5 метров. Но потом мы с Ратмиром поработали, у нас такая сумбурная работа была, я максимально на перилах подъехал к нему, и мы начали снизу при минимальном разбеге, там 5-7 метров, не более, разбирать это, что-то чистить, делать. Где-то что-то я не заметил просто, где-то мы почистили шелуху сверху, и под ней образовалась какая-то там полочка, которой действительно было достаточно для того, чтобы уже как раз между оставшимися немногочисленными мелкими зацепами сделать переходы. В общем, мы нашли все расклады и сделали. Когда мы закончили эту веревку, как говорится, выдохнули немножко, что стало понятно, что да, возможно, это будет не завтра, не послезавтра, может быть, даже не в этот раз, да, не этой весной, но проект полностью осуществим, и все участки мы уже можем пролезть. То есть все движения на маршруте мы уже сделали сейчас. То есть осталось только собрать их целиком, целиком в веревки, а потом все веревки в единый проект. Но это уже вопрос времени и усилий, да, я думаю, что когда уже понятно, что это сделать возможно, уже легче над этим работать, да. На сам маршрут мы начали ходить в начале марта. Мы забрасывались по снегу, было действительно холодно. Но само лазание у нас началось где-то с апреля. То есть сейчас мы работаем над проектом уже 3-й месяц. Все еще мы не так близки к пролазу. И мы можем просто не успеть в этот сезон залезть. То есть практически каждый день, каждый такой поход это какой-то решающий момент. То есть ты идешь и пытаешься понять, а реально ли это? То есть ты сегодня идешь и думаешь, получится ли? Идешь, что-то делаешь, получается, думаешь, ага, вот этот этап реален, значит, можно завтра попробовать следующий. Идешь снова на следующий этап, думаешь, если он получится, значит, двигаемся дальше. Если не получится, значит, придется откатываться, тренироваться, поднимать уровень или искать какой-то новый расклад. Потому что если сегодня прогресса нет, то завтра туда идти уже практически нет смысла. Надо что-то менять, что-то делать. Кажется, что это слишком сложно для нас пока что. Через карниз и подвластно под карниз. Там очень узкая щель, такая она идет. Рядом стали. Не везде даже убрали. Он смог сбить, похоже, не сбит. Кстати, тоже более-менее, может быть, она откатается. Да, она как-то направо. Деле и больше всех нравится, и лучше всех дается мне эта вторая веревка, потому что на самом деле эта щель, она же как будто бы нависает, но ты на самом деле клинишься и ногу сюда все время в распорку ставишь, и она я только 4 слаза не поставил.
Ань, там только осталось пролезть и оттяжки щелкнуть, как ты любишь. Ну так, пару френдов где-то и корючки попить. Да не, френдов не надо. Ага. Даже за 2 проваза с верхней я сегодня изрядно подустал, если честно. Я наколупал одну зацепу прям рукой, то есть я сделал высокое движение, Ух ты, ё-моё. начал искать какой-нибудь подхват или зацепу. Вот так вот просто шарудил рукой, и зацепы маленькой крошкой выпадали, и потом я за что-то взялся, оно уже не выпадало. И это прям хороший такой подхват получился. Несмотря на то, что мы пока не реализовали проект, разочарований вообще нисколько не осталось. Наоборот, появилось еще больше желания залезть, потому что чем больше ты сил вкладываешь, тем, можно сказать, приятнее конечный результат. У меня на самом деле нет сомнений, что мы его пройдем. Во-первых, потому что внутреннее желание очень большое его пройти. Во-вторых, потому что есть осознание, что там все лезется и там все реально. Просто очень сложно. Но это как раз добавляет вот этой изюминки и повышает ценность самой линии. И для этого нужно стать сильнее, потратить больше времени и сил, чтобы его пролезть. Но сомнений вот нет никаких, что его можно пройти, что мы его когда-нибудь пройдем. Пролезть Гиперборею свободным лазом для меня стал не каким-то спортивным вызовом, а действительно стало мечтой. И вот сейчас у меня осталось такое послевкусие, что я очень сильно хочу пролезть маршрут. Просто потому что он лезется, и он реально сложный. А это значит, что я снова возвращаюсь на Гиперборею.
Мне главное, мне никто не верил, что черепахи живут просто в озере, в лесу, в Крыму. Я доказал, что есть черепахи. Супер-ниндзя черепашки, мы не жалкие букашки. Вот это, наверное, и есть Юные нулевые. таланты! Мы с ним.